Одна из самых опасных женщин Османской империи, сильная и амбициозная султанша София Султан, умерла 10 ноября 1619 года. Давайте узнаем историю ее настоящей жизни, как выглядела, жила и умерла эта великая султанша. Но для начала хочу поблагодарить постоянных зрителей нашего канала за то, что находите время на изучение османской истории вместе с нами. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые уроки истории, которые выходят у нас каждые 2 дня. Только факты, всегда интересно. По сообщениям многих историков, София не являлась обычной крестьянкой. Ее отец был губернатором греческого острова Корфу. Когда корабли попали в плен к пиратам, София была выставлена на аукцион на арабском рынке. Там-то ее и купили во дворец Топкапы в гарем султана. За свою красоту, образованность и изысканные манеры София очень быстро заметила Мехримах Султан. Она подарила эту рабыню своему племяннику, будущему султану Мураду. Увидев эту девушку неземной красоты, Мурад в нее беззаветно влюбляется. Тогда он еще шахзаде. Брак Мурада и Софие был одобрен не кем-нибудь, а самим дедом Мурада, султаном Сулейманом Великолепным. Когда после смерти Селима Мурад стал султаном, чрезмерная любовь Мурада к Софие начала беспокоить как его мать Нурбану Султан, так и его старшую сестру Исмихан Султан, которая была замужем за великим визирем Соколу Мехмед Пашой. Тогда Нурбану, желая отвлечь своего драгоценного сына от этой женщины, начинает посылать ему новых наложниц почти каждую ночь. Именно это, как утверждают историки, и стало причиной рождения у Мурада 130 детей. Главной задачей Софии стала борьба за трон для ее сына. Ведь согласно закону Фатиха, сын, который взойдет на престол, убьет всех своих братьев. Но София Султан не оставляет свою судьбу на волю случая. Многие шахзаде Мурада были устранены во время родов удушением или выброшены в Босфор. Видя проделки Нурбану, София не вступает в схватку с наложницами Мурада, ведь они всего на одну ночь. Этой амбициозной женщины не нужен султан, ее интересует власть. И пока Мурад развлекается с рабынями, София плотно влезает в управление. Сначала дворцом, а затем и в государственные дела. Королева Англии, возможно, самая влиятельная женщина той эпохи, становится другом Софие по переписке. И этот дуэт развивает свою дружбу, одаривая друг друга дорогими подарками. Наконец, когда Мурад умер, София была вознаграждена. Именно ее сын взошел на престол, убив 19 братьев и беременных наложниц своего отца. Таким образом, Нурбану Султан была отмщена. Отличалась ли в реальной жизни София властолюбием и любила ли она кого-то, кроме себя? Ну, это вряд ли. Историками описывается один случай, который, на мой взгляд, как нельзя лучше отражает истинную Софию. Во времена Османской империи были женщины-торговки. Это мы видели в сериале «Великолепный век». Именно им было позволено входить в гарем, и только они обеспечивали наложниц платьями, драгоценностями и всем тем, что те заказывали с воли. Но кроме торговок, во времена правления Мурада София Султан имела личного финансового советника. Похожие женщины были и в другие времена, но эта история особенно значима. Как известно, София любила богатство и драгоценности. Пожалуй, в Османской империи больше не было султанш такой серьезной униоманией. Финансовые советники женщины были еврейского происхождения, их называли Кира. Кира от имени София Султан написала письмо королеве Англии, где просила косметику для султанши. В 1597 году проповедник Сейб Абдул-Керим Эфенди начал критику еврейской торговки Софие. Тогда его заточили в темницу за это.
Но заточение проповедника в подземелье вызвало волну негодования, и янычары потребовали от султана освободить его. В то же время София Султан заявила, что не имеет к Кире никакого отношения, но эта история повторилась уже через 3 года. В очередном финансовом скандале, но это уже с сипахами, султан приказал казнить Киру. Расчлененное тело Киры было отдано на съедение собакам, а одна рука отрублена и прибита к воротам анатолийского кадия. Сипахи считали, что кадий принимал непосредственное участие в усилении финансовой власти Киры над султаншей. Когда Кира была убита, все ее состояние было передано в казну. Также было найдено 42 объекта недвижимости Киры и залежи товаров. Состояние Киры было настолько большим, что ее сына прозвали «маленьким султаном». Считается, что источником этого богатства были отношения Киры с Софией Султан, а София Султан в этот момент вроде бы как осталась и ни при чем. Итак, после того, как сын София Султан занял трон, а она стала полноправной Валиде Султан, султанша наслаждалась властью, пока на ее пути не возникла Кёсем. Жестокость и сила Софие были подавлены еще большей жестокостью Кёсем. Новая фаворитка султана Ахмеда сделала все, чтобы обойти Софие. И, наконец, София Султан была сослана в Старый дворец для смерти в забвении. Как утверждает большинство историков, София Султан не умерла своей смертью, а покончила жизнь самоубийством. Она не смогла пережить обрыв своей власти и то унижение, которое получила от Кёсем. Султанше было 69 лет. Это довольно долгая жизнь, учитывая состояние медицины в Османской империи и бушевание такой страшной болезни, как чума. Софие Султан приписывают наличие 3 детей – Мехмед III, Фатьма Султан, Айше Султан. Также предполагается, что был сын-самозванец, претендовавший на трон, султан Яхья, претендент на османский трон, согласно мнению большинства ученых, являлся самозванцем, выдававшим себя за сына Мехмеда III. А вам чем запомнилась София Султан из сериала «Великолепный век Кёсем»? Поделитесь с нами в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, посещайте вкладку «Сообщество» и узнавайте еще больше про Османскую империю.